Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале «Мы в Испании». 7 лет мы проживаем здесь, вот 8-й год уже пошел, и в связи с этим захотелось просто записать ролик. Наши ожидания от переезда сюда и реальность, с которой мы столкнулись. Конечно же, было много интересного, конечно, эта страна неоднозначная, конечно, все очень сложно при переездах. Об этом мы поговорим немножко, свои какие-то ожидания и реальности. Хотелось бы записать этот ролик, знаете, не постановочно, не по сценарию, а вот то, что мы как чувствуем, так и хочется вам рассказать. И плюс, почему меня еще сподвигло, ну, очень много в ленте, когда ищешь по Испании на Ютубе или в ТикТоке, помимо рекламы недвижимости, выпадает много каких-то негативных роликов о том, что кто-то уезжает из Испании, бежит, наоборот, бегут в Испанию, Испанию заполонили мигранты, или она горит, или ее топят, что-то вот такое. В связи с этим просто хотелось рассказать, как мы здесь живем на самом деле, то есть что у нас здесь есть на самом деле такого. Ну а сегодня мы прогуляем в горах, как обычно с прекрасными видами, взяли с собой легкий полезный перекус. Я потом вам покажу, что это такое. Сейчас осень, ноябрь месяц 2025 года, температура 20 градусов, и мы гуляем налегке, то есть мы не утеплены, светит солнце, в общем, прекрасная погода, хорошее настроение. Так что же мы ожидали от переезда? Конечно же, мы люди здравомыслящие, взрослые, поэтому мы знали, что переезд может столкнуться с рядом каких-то трудностей, будет все неоднозначно, это новое место, новые отношения, новые, я имею в виду вообще коммуникации в социальной группе, новые какие-то люди, новые организации, язык, законы, нравы, традиции, в общем, все новое. Поэтому мы здравомыслящие отнеслись к этому, поняли, что да, будут какие-то сложности, финансовые траты, поэтому заранее к этому готовились, но оказалось, что в принципе, наверное, трат на первом этапе было гораздо больше, чем мы ожидали. Гораздо больше было какой-то бюрократии с продлением документов, хотя достаточно просто я все собрала, и мы просто сами все подали. Некоторые моменты консультировались все-таки с адвокатом. Лучше иметь, конечно, адвоката. Мы ожидали, что нам не нужен будет адвокат вообще никакой. Возможно, люди, которые помогают все это сделать, но выяснилось, что все-таки в Испании лучше иметь адвоката, с которым консультируешься по тем или иным вопросам. В общем, вот этот момент, конечно, в принципе, у нас прошел достаточно гладко и мягко. Я не скажу, что были какие-то катаклизмы с этим, с продлением, с деньгами. Мы не ожидали, что будут трудности какие-то с банками, что банк будет ставить какие-то тоже там трудности и преграды, но оказалось, что все меняется. Я сейчас не буду трогать геополитику, но в мире все изменяется, и, конечно же, трудности возникают и в банковской системе, то есть в связи с, может быть, с нашим происхождением, может быть, с тем, что мы здесь мигранты, иностранцы, поэтому трудности с этим. Наверное, я ожидала, что быстрее мы изучим испанский язык, он ляжет сам собой в уши, и вот уже через год я заговорю как местный человек, ну или приблизительно, то есть его не надо будет учить, он сам как-то вот так ляжет. Это, наверное, было мое желание скорее, но я осознавала, что для любого успеха нужна, конечно, тяжелая работа, ежедневная работа, поэтому, но все-таки какое-то такое подсознание у меня было, что это будет гораздо легче, чем в стране, откуда мы приехали. Оказалось, что не все так просто, ничего без труда не происходит, нужно трудиться над этим. Нужно общаться, нужно развиваться, нужно изучать грамматику в хороших языковых школах. Несмотря на то, что люди говорят, можно взять частные уроки у какого-нибудь там дяди или тети за 5 евро. Нет, ничего подобного. Нужно брать хорошие занятия в хорошей языковой школе у местных людей. Желательно это преподаватели, которые знают, как учить. Они просто знают там грамматику, но не умеют преподать вам ее. То есть вот это еще один момент, который может кого-то ввести в заблуждение по поводу изучения языка. Сейчас я скажу не от себя, сейчас я скажу от других людей. Я знаю, что некоторые также рассчитывали на то, что легко найдут здесь работу. Вот я лично про это не думала. У нас был свой бизнес дистанционный. Ну и вообще хочу сказать, что
по ВНЖ без права на работу, соответственно, 5 лет мы не имели права работать. Это, конечно, вначале казалось как бы, да ну и что, какая фигня, главное, что мы переехали, мы живем легально, и у нас есть запас денег, но потом понимаешь, что через год, через два это тебя немножко, как бы, ты не хочешь нарушать закон, есть дистанционная работа, но поскольку ты здесь работать не имеешь права, законно 5 лет, то немножко впадаешь в какую-то лень или в какое-то такое, знаете, состояние летнего отдыха, ты на волне такой вот едешь и понимаешь, что да я уже, блин, и не хочу работать через 3 года, когда тебе пока еще нельзя здесь работать законно. Потом вклиниваешься в эту систему: спорт, как-то пляж, прогулки, путешествия, новые места, исторические, красивые, какие-то изучения археологических раскопок римского периода в Испании. И понимаешь, что это здорово, это классно, а зачем? И ну вот потом приходит ПМЖ, можно уже работать, и тут начинаются такие мысли, а, собственно, что я хочу, кем я хочу здесь работать. Опять-таки, мне казалось раньше, что наше образование признается везде, и все дипломы можно как-то легко так вот предъявить здесь, в наши многочисленные высшие, средние специальные образования. Все, что мы накопили в той стране, откуда приехали. Оказывается, нет, все должно как бы амалогироваться, либо подтверждаться какая-то эквиваленция наших дипломов, либо лучше получать, конечно, образование здесь. В общем, я могу сказать так, есть какие-то моменты, которые я представляла как просто переезд, хорошая экология, природа, путешествия, мы будем чаще ездить и летать в другие страны за такие бюджетные деньги. И то, что мы переехали, конечно же, возникли какие-то организационные моменты, потом, конечно, вклиниваться в образовательный процесс, вклиниваться в какой-то процесс жизненный, какие-то банки, администрация и так далее. Еще один момент хочу вам показать, друзья, вот наши ожидания, что все время будет все работать. Вот приехали мы на пляж, прогулялись, хочется выпить чашечку кофе, и что тут? Закрыто с 3 по 20. И с 3 по 20 ноября здесь закрыто на отдых. Кофе попить не удастся. Вот такая она реальность. То есть очень часто, выходной день, невозможно сходить в магазин, что-то закрыто. Могут быть закрыты рестораны, когда вот ты рассчитываешь. Ну или там в обед, например. Все зависит от места, все зависит от ваших привычек. Но к этому мы, конечно же, тоже привыкли. Но это немножко не то ожидание, которое мы планировали здесь увидеть. Вот так. Но опять-таки продолжу, что ко всему можно привыкнуть, ко всему можно относиться философски, и это не самый большой минус, и не такой уж огромный минус, который, кажется, здесь есть. Сейчас мы с Алексеем сделаем маленький перекус, поскольку мы ходим в горы. Я всегда брала апельсины, 2 апельсина. В этот раз я взяла 2 яблочка. Я хотела сказать, что сейчас как раз сезон фруктов, овощей, и мы были на рынке, вот на нашем рынке, и купили там яблочки. Они стоят 99 центов. То есть за время нашего пребывания вот есть моменты, которые, фрукты или овощи, которые не подорожали в цене. Яблоки эти могут быть из Астурии, и также могут быть из Польши. Вот. Ну, вот не знаю, чьи это яблочки, но, во всяком случае, они очень сладкие, вкусные, свежие. Мы сейчас подкрепимся витаминами и продолжим этот ролик. А вы пока не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать ваш комментарий. Алексей, подкрепимся. Спасибо. Суперски. Суперски. Второй момент, который я хотела сказать, это то, что выливается нам, когда вот я ищу, например, на Ютубе, пишу Испания или Испания сейчас, или какие-то новости, и там сплошной такие заголовки, превьюшки. Например, все бегут из Испании. Или наоборот, в Испанию захлынули мигранты. Или вот такие вот, например, заголовки, что Испанию затопило, Испания горит. Создается впечатление, что в Испании все плохо. Но вот на самом деле мы здесь живем 7 лет, 8-й год, по поводу там наводнений и пожаров. Да, здесь бывают наводнения, и в Валенсии год назад было страшнейшее наводнение, когда там есть и жертвы, и имущество погибло у людей, движимое и недвижимое.
недвижимое, и до сих пор решают, как правильно там вот оповещать людей, да, то есть какие-то моменты такие. Ну, наверное, как в любой стране, особенно в горной стране, конечно же, это может быть подтапливание, наводнение и так далее. Я хочу напомнить, кстати, историю нашего замечательного города Петербурга. У нас раньше тоже были наводнения до момента строительства дамбы, и было страшнейшее наводнение, которое было описано даже у Пушкина Александра Сергеевича, да, в его «Медном всаднике». Вот, почитайте. Поэтому ни одна страна, наверное, от этого не может как бы избежать. Природа есть природа, изменения климата есть изменения климата. Поэтому вот бывают, к сожалению, такие, да, моменты. Все бегут из Испании. Вот это больше всего меня затрагивает, потому что мы здесь живем уже 8-й год. И могу сказать, что только, наверное, 2 семьи нам встретились за все эти годы, которые реально переехали и реально вот уехали, сказав, что там они зарабатывают больше денег. Это было в автошколе, когда мы учились, русскоговорящие. После пандемии, когда экономика немножко просела, бизнес у людей, там кафешки закрыты были и так далее, и они решили, что здесь все вот это все упадет и рухнет, и сказали, что мы уезжаем к себе домой, причем я не конкретизировала, в какую страну, то есть не вдавалась как-то в подробности, уезжаем к себе домой, потому что там больше возможностей заработка. Это временно, мы, говорит, может, вернемся, но не потому, что нам здесь что-то, а потому, что у нас упал денежный как бы приток капитала, там мы можем заработать, а здесь вот, к сожалению, нет. Права на работу нет, нарушать закон мы не хотим. У нас в наше отсутствие упал бизнес там, поэтому мы возвращаемся. Ну, это было 2 семьи за многочисленные наши контакты с другими людьми, а остальные, в принципе, я не слышу, чтобы люди были недовольны и бежали. Кто-то доволен образованием здесь, очень многие. Я сейчас говорю про частные школы, платные колледжи, университеты и так далее. Кто-то доволен медициной, экологией, самое приятное, допустим, да, кому-то на море нравится, кто-то север выбирает. То есть мы все разные, у нас разные приоритеты, разные здоровья, поэтому тут уже все особенное. Нельзя сказать, что юг лучше севера, север лучше юга, Барселона краше Малаги или наоборот. То есть у каждого у нас свои потребности, и у каждого у нас свои приоритеты. Вот. Поэтому по поводу того, что все массово бегут, по-моему, это чушь. Никто массово никуда не бежит. Возможно, как в любой стране, люди мигрируют туда-сюда, из города в город, из страны в страну, имея какие-то свои к этому, как сказать, позывы и какие-то цели и потребности. А то, что массово сюда едут, да, миграция есть, приезжают люди, действительно мигрируют. Из многих мест народу стало больше, и туристов больше, и людей, переселяющихся сюда больше по разным причинам. Привет, друзья! Не мог пройти мимо и решил немножко добавить той информации, которую я совсем недавно прочитал. На сегодняшний момент, на 2025 год, город Севилья сам город вышел в жители города Севильи самые счастливые в Европе. Я очки надену. И вот эти исследования по опросу, который произвело Испанское независимое агентство, опросили жителей разных городов Испании и сравнили с опросами жителей других европейских городов и сделали вывод, что в Севилье проживают самые счастливые люди на сегодняшний момент. По той простой причине, что на сегодняшний момент 80% опрошенных сказали, что они за последние 2 года улучшили свои материальные блага. И вот это было основным таким посылом счастья именно города Севильи. Но мы видим, что вокруг Севильи очень много открывается новых производств. Почти 235 мегаватт строится солнечных плантаций, и порядка 100 с чем-то, я уже не помню точно, рабочих мест предоставили именно только вот эти вот плантации. Помимо этого, еще Испания
на третий квартал 2025 года на 0,6% превышает ВВП запланированный, который предполагался. То есть, в отличие от других стран Европы, на сегодняшний момент Испания на первом месте по закрытию, скажем так, получения прибыли по валовому продукту, и причем на 0,6%. Это очень много, учитывая, что прошлые годы были и такие стагнационные годы, и вот именно этот год, 2025 год, он вывел Испанию на первое место среди всех стран Европы. Специально зачитаю эти новости. Это новости на ноябрь 2025 года. Валенсия получила крупную помощь после восстановления после наводнения. Значит, ЕС выделила около 945 миллионов. И плюс деньги, которые выделила Испания, то есть порядка 1,1 миллиард долларов на восстановление, ну или евро, на восстановление после катастрофических наводнений. Также испанское правительство дополнительно выделяло на восстановление инфраструктуры жилья. И выделили ЕС, в том числе и деньги Испании, 1,3 миллиарда долларов на социальное жилье. Также энергетика получила крупную поддержку, в том числе от Европы. Отобрано 143 проекта накопителей, почти на 9 гигаватт суммарно. В пиковые часы, когда много солнца и некуда девать энергию, эта энергия пойдет в аккумуляторные батареи, и страна получит в непиковые, то есть в пиковые часы нагрузки, она получит эту энергию из аккумуляторных батарей. Это тоже большой шаг. И вот на сегодняшний момент 143 проекта получили одобрение. О чем это говорит? Это о том, что страна, то есть государство, компенсирует до 80% стоимость аккумуляторных батарей. Это уже очень существенно. Ну что ж, дорогие друзья, эти 7 лет мы провели в Испании, уже 8-й год пошел, с чем вы нас можете поздравить. Ну и вот такие были ожидания наши и такая реальность. Надеюсь, вы поняли. То есть ожидания и реальность, они не сильно много разошлись между собой. То есть, в принципе, мы были готовы ко всему, мы готовились, это осознанно. И мы, соответственно, осознанно ко всему относимся, проживая здесь. И вот такие наши впечатления, которые вам Алексей рассказал, это маленькие-маленькие плюсики, которые он увидел, и которые он вам хотел рассказать, именно связанные с теми заголовками, которые мы часто видим, там то плохо, сё плохо. Конечно, есть трудности, о которых стоит рассказывать, и многие рассказывают, новостные какие-то вещи, но иногда это бывает так гипертрофировано, под таким увеличительным стеклом все это показывается, а мы, наверное, вот так вот более нейтрально показали вам сегодня, как мы здесь проживаем. Вот мы сегодня занимаемся спортом, пошли в горы, замечательная погода, много местных людей ходят, едим яблочки, потому что хороший урожай. Цены, в принципе, подросли за эти 7 лет. Ну, не сказать, что так прямо критично. Да, цены на недвижимость выросли, цены на аренду выросли, недвижимости. Это создает определенную трудность. Трудность для молодежи, для молодых семей, да и вообще для многих людей, которые не могут купить, не могут взять в ипотеку или сложно арендовать. Это очень большая сложность, которая действительно требует, отдельного разговора, отдельного видео. А в целом, вот такие вот. Кстати, пахнет навозом, видимо, удобрили поля, поэтому летают мухи. Или и кабаны будет где-то. снова хороший скоро урожай фруктов и овощей. Все, за сим пока. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои впечатления, что думаете по этому поводу вы. А с вами Татьяна, Алексей, канал «Мы в Испании». Всем чао, адьос, амигос.